Здравствуйте! Представляю вам свой мастер-класс по ткачеству бранных узоров на половиках. Эту разновидность бранного ткачества я придумала сама и готова поделиться ей с вами. Название техники «бранное ткачество» происходит от слова «брать», «выбирать». Мы выбираем узорные нити с помощью дощечки бральницы. Хочется подробно показать весь процесс работы, поэтому я буду ткать узорную полосу и по ходу дела рассказывать о нюансах этой техники. Ссылка на схему узора, который я тку, прикреплена под видео. Одна клетка на схеме – это одна нить основы. Там, где мы видим закрашенные клетки, нить утка ложится поверх нити основы. Где пустые клетки, нить утка проходит под нитями основы. Делаем последние прокидки фоновым утком и зев закрываем. Начинаем ткать узорную полосу. Первая нижняя строка узора набирается на дощечку бральницу. Начинаем набирать всегда с правой стороны. В первой строке бральница идет над тремя нитями основы и под следующие 3 нити. И так повторяем весь ряд. У меня широкий половик, такой длинной бральницы у меня нет, поэтому я взяла ценовую планку подходящей длины. Я тку половик с плотностью основы 20 нитей на 10 сантиметров. В основе половика толстые хлопковые нити, в утке трикотажная лента. По этому же принципу можно ткать половики и с основой чуть большей плотности. Полотно половика может быть соткано полотняным или другим переплетением, однотонным или полосатым, по вашему вкусу. После набора всего ряда бральница ставится на ребро. В образовавшийся зев прокидываем первый узорный уток. Вытаскиваем бральницу, хорошо прибиваем уток. Стараемся прибить так, чтобы основу практически не было видно. Снова пробираем первую строку схемы, но зеркально. Нити основы, которые по схеме были сверху, теперь будут внизу. Можно ориентироваться не на схему, а на предыдущий сотканный узорный ряд на половике. Это называется опушка ткани. В отличие от традиционного бранного ткачества, здесь у нас нет узорного и фонового утка. Оба рабочих утка являются узорными. Они прокидываются поочередно и повторяют друг друга зеркально, проходя вне зева, либо под, либо над нитями основы. Таким образом, изнаночная сторона будет являться негативным отражением лицевой стороны. Можно выбрать, какая сторона узора вам больше нравится, и сделать ее лицевой стороной половика, выводя все кончики ленты на противоположную сторону работы. Обратите внимание на то, что оба утка одинаковой толщины, в отличие от классического бранного ткачества, где узорный уток один и всегда толще фонового. Для утка подойдет трикотажная лента или разрезанная на ленты ткань. Ленты утка лучше брать контрастных цветов. Не бойтесь экспериментировать. Можно менять цвета одного или двух утков в одном узоре полосами. Например, среднюю треть схемы сделать другого цвета. Удачный подбор оттенков помогает достичь выразительного эффекта глубины и завораживающих переходов цвета. Ставим бральницу на ребро, прокладываем в образовавшийся зев второй контрастный узорный уток. Убираем бральницу и прибиваем. Так мы будем ткать все ряды схемы, пробирая каждую строку схемы дважды. Первый раз одним цветом по схеме, второй раз вторым цветом, зеркально повторяя каждую строку. По поиску в интернете можно найти множество схем для бранных узоров. Для половиков я использую самые простые схемы. При выборе узора для данной техники нужно обратить внимание на то, чтобы количество клеточек одного цвета, идущих подряд в строке, было не больше 5.
иначе на полотне будет слишком длинная провисающая нить. Проскакуха. Если интересно, схемы можно рисовать и самостоятельно, по клеточкам, помня о правиле не больше 5 нитей в строке подряд. В большинстве русских традиционных орнаментов используется правило 1, 3, 5. То есть число клеточек узора на непрерывном участке, не разделенном клетками фона, может быть равно 1, 3 или 5 клеткам. 3 клетки – это стандартная ширина линии узора. 5 клеток – соединение двух линий в одну. 1 клетка – зубчики по краям фигур. Также наблюдается относительное равновесие фона и узора, то есть количество фоновых и узорных клеток схемы примерно равное. Правило 1, 3, 5 соблюдать не обязательно, если вы хотите выткать что-то типа изображений животных, птиц или, например, буквы. Схемы геометрических узоров имеют раппорт, повторяющуюся часть схемы по основе и по утку. Если вы хотите соткать симметричный узор, нужно посчитать количество нитей в раппорте. Общее количество нитей основы должно быть кратно количеству нитей в раппорте. В этом половике я тку схему без раппорта, так как часто ткали узорные полотна в старину. У меня заправлена основа на несколько половиков с разными узорами. Я подобрала узор, который мне нравится, и начала выбирать каждый ряд с правой стороны, повторяя приведенную схему с правого края так, как она нарисована. Соответственно, узор у меня заканчивается неполным раппортом, и я не вижу в этом проблемы. На мой взгляд, это придает работе свой уникальный характер. Такие работы неповторимы, как сама жизнь. Если вы заметили, что узор нарушен, значит в работе допущена ошибка. Распускаем уток до этого места, сверяемся со схемой и пробираем заново. Поначалу может получаться медленно, случаются ошибки, но не переживайте. Нашему мозгу нужно время для освоения нового. Все новые навыки закрепляются не во время работы, а когда вы делаете паузу. Чувствуете, что внимание ослабевает? Начали путаться? Сделайте небольшой перерыв, подвигайтесь, отдохните и вернитесь к качеству, когда будете готовы. Часто достаточно даже 5-минутного перерыва. И через некоторое время вы заметите, что ткать стало легче, дело пошло быстрее. Нужно обратить особое внимание на кромку половика. Неаккуратная кромка портит вид любого изделия. Я формирую кромку в этой технике так, как подсказывает сам узор. При смене цвета каждый ряд накладываю сверху то один уток, то второй. И смотрю, в каком случае короче протяжки утка по краю. И как кромка получается аккуратнее, так и оставляю. Другой способ образования кромки. Оставляем по краям по 2 нити без узора и пробираем их полотняным переплетением. А дальше выбираем нити по узору. В этой технике можно формировать кромку последовательным чередованием утков.
При этом первый уток всегда ложится поверх второго с одной стороны и проходит под вторым утком со второй стороны половика. При расчете количества нитей основы нужно заложить 4 нити на кромку. Вот и готова наша первая узорная полоса. По этому принципу вы сможете ткать любые бранные орнаменты на половиках. Если есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях под видео. Я обязательно отвечу. Желаю вам красивых работ!